И снова всем привет, с вами Реторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами пришли на Орио Каики в кои-то веке. Мы таки добрались до основной, точнее полуосновной сюжетки. Вот сейчас будем смотреть, что у нас тут. Вот, и еще я немножко проапгрейдил свой компьютер. Вот, у меня сейчас 16 гигабайт оперативки. Посмотрим, насколько игра стала себя плавнее вести, если действительно стала. Так, с Апара мы говорили. Да, мы говорили с ним. Ну что ж, пошли. Очень красивая игра. Вот я вот сейчас любуюсь. Очень необычный фонарь. Так. Давайте сначала походим по сторонам, посмотрим, что у нас тут есть. Тут, видимо, какое типа подземелье для того случая, если мы все-таки решили пойти путем сражений. Масло, яйцо. Ты не из наших. Вахаки, говорящий с бурей. Не доставляй неприятностей, я за тобой слежу. Ладно, не буду. Так, ну здесь понятно, что как бы здоровым путем, по крайней мере, это все не обыскать. Но сейчас попробуем уйти в невидимость. И обыскать. Точнее, это же не мы же паладин. Вот это Серафен, все. Свиток круга защиты, свиток духовной молитвы. Свиток среднего исцеления. Свиток потока пламени. Ладно. Это у нас покой для медитации. Хорошо. Давайте теперь в эту сторону сходим. Это, по идее, та сторона, через которую мы бы сюда проникли. Что ли? Этот рисунок. Такой головной убор носил Таус. Фреска сильно выцвела, но вы легко узнаете фигуру Тауса из Аркана. Интересно, что она здесь делает. От стола подготовки всесожжения пахнет пряностями и кровью. Медная жаровня пахнет пеплом и горелыми волосами. Внутреннюю изогнутую поверхность покрывает слой золы и несгоревшего мусора. Смотреть жаровню. В пепле видны обгорелые кусочки фруктов, обрывки свитков, осколки керамики, кости животных и опаленные клочки волос. Можно заложить бомбу зачем-то, но мы, конечно же, это не будем делать. Я так подозреваю, что это для того, чтобы, наверное, кого-то отвлечь. Но мы здесь пока с мирными намерениями. Широкоплечая женщина на троне смотрит вам в глаза. Ее лицо выкрашено белой краской, отчего она выглядит несколько зловеще. Из-за коптящих жаровин в помещении очень жарко, но она словно бы этого не замечает. Алитор, у нее лицо в боевой раскраске. Ты не думаешь, что... Руасара бросает взгляд на Алота, он сразу замолкает. После этого она снова обращается к вам. Я ранга этого племени. Я без колебаний отправлю твою душу в пасть Тангало, если ты станешь угрожать моему народу. Она складывает пальцы домиком и пристально смотрит на вас. Приятно с тобой познакомиться, Ранга.
Тангара. Во время приема ты пользуешься нашим гостеприимством. Не злоупотребляй им. Похоже на ученого мужчину рядом с Ранго внимательно вас изучает. Но окупится ли наше гостеприимство? Бурапа говорит. Трясущийся мистик глядит в руны. Ранго взглядом заставляет его молчать. Сидя на месте, она сжимает кулак, в котором скрывался сочный каики. Она неспешно откусывает от плода. Чужаки не приходят на Орио каики, если им ничего не нужно. Она кладет каики на подоконник и жестом велит вам говорить. Неподалеку отсюда мне встретился разоренный торговый корабль. Королева Неказа предлагает заключить союз с Вахаки. Королева, как легко тебе дается это чужое, бессмысленное слово. Чужаки перевернули острова и трясут, выбивая из них сокровища, а Неказа им не мешает. Экера, не так должна действовать королева. А ты не думаешь, что она просто выжидает? Ха, тогда ей не нужно было пускать чужаков на землю архипелага. Серафен поглаживает свою заплетенную бороду, пряча в ней усмешку. Зоти задумчиво проводит костяшкой пальцев по подбородку. Ты думаешь, что королева хитра, но на деле она вот-вот потеряет власть. Роасара с отвращением взмахивает рукой. Королева куда яростнее, чем ты думаешь, да и я тоже. Яростнее? С языка дипломата такие слова обычно не сходят. Она задумчиво почесывает подбородок. А Лот закатывает глаза. А ты мне покажешь свою ярость? Если мы договоримся насчет условий, то да. Ты знаешь, что покупка иноземных рабов на архипелаге не запрещена? Роасара наклоняет голову вперед, ее глаза скрываются в тени. Почему только иноземных рабов? Торговать Уана – преступление, на которое даже Неказа не может закрыть глаза, фыркает Роасара. Покупать и продавать разумных существ могут только чудовища. Серафен, да, девонька. Редкий ухлюпыш из трюма ухлюпанье того, что рабами торгует. Он опускает уши и трет кулаки. Она хмурится, глядя на Серафена, думая, стоит ли обращать внимание на его слова. Потом она едва заметно кивает и возвращается к вам. Работорговцы охотятся в водах вокруг Орио Каики. Они трусливы, боятся заходить в джунгли. Роасара смеется, но глаза ее остаются серьезными. Они крадут моих подданных из рыбацких лодок и продают их с аукциона, как скот. Когда Неказа положит этому конец? Роасара разводит руками и вопросительно смотрит по сторонам. Кто-то должен показать им, что такое возмездие Вахаки, я говорю. Почему тебе нужна помощь в таком деле? Нужна ли мне помощь? Нет. Приму ли я ее? Да. Роасара прищуривается и хищно улыбается. Мои воины и так загружены. Чтобы заслужить мое доверие, нужно ставить племя выше всего. Они должны всем рисковать ради Вахаки. Она поднимает бровь. Это не моя война, дай мне подумать. Так. Начало не очень интересное, но торопить я тебя не могу. Роасара с неодобрением качает головой. Наши враги собрались в небольшой крепости на вершине острова Крукспур, что на северо-западе от Никитаки. Убивать работорговцев, у которых вместо мозгов кисель, а в штанах стручок – наше излюбленное развлечение, мадам. Орлан усмехается, проводя языком по зубам. Рука его лежит на оружии. «Закрой-ка свой грязный трюм на замок, волосатое существо», – морщится. «Мой любимый Апара лишился сестры из-за этих тварей. Экера, если мы не вырежем сердце Крукспура, то нас еще много погибнет. Тангара, отзови воинов. Наши гости смогут свободно пройти через джунгли». Хотя он и не хочет помогать нам, Ранга нужно сохранять надежду. Она кивает в вашу сторону, явно что-то не договаривает. Ранга. Как скажешь, Ранга. Тангара делает жест в сторону входа, фигура в тенях послушно убегает. Если ты хочешь остаться на Орио Каики, докажи, что ты друг Вахаки. Она вгрызается в Каики и проглатывает кусок, не жуя. У меня были другие вопросы. Понимаю, что тебе досталось от работорговцев. Я так. Я тоже хочу отомстить им. Враг моего врага остается чужаком, хотя и полезным. Она цукает языком и задумывается. Ты знаешь, что покупка иноземных так это
Мне это знакомо. Покупать и продавать разумных существ могут только чудовища. Ну, это мы уже видели. Так, у меня были другие вопросы. Очень уютно в ингветанских руинах. Не произнеси имена тех, кто погубил Укайза. Их душам здесь не будут рады. Росара прищуривается, пристально вас разглядывая. Мы не прячемся, мы защищаем образ жизни, который остальные хотят растоптать. Торговые компании обирают землю, тащат все, что нам дали боги, разрушают творения наших предков. На архипелаге много того, что стоит защищать. Слишком много для одного племени. Она вздыхает, устало шевеля плечами. Тебе знакомо имя Таус? Слышала про свинцовый ключ? Знаю лишь то, что эти слова гремят впустую, как и прочие имена чужаков, хмурится она. Но все же вы замечаете, что внутри ее души что-то загорелось. Там есть нечто, наделенное собственной памятью. Прочитать ее душу. Вы тянетесь внутрь ее души, преследуя искру узнавания. Вы чувствуете тысячи рождений и смертей, постоянное появление и исчезновение, как пузыри в кипящей воде. Вы перебираете их, сосредотачиваясь на воспоминании о странном чужаке. Вы снова оказываетесь в тронном зале, но теперь он выглядит иначе, да и чужая память вам подсказывает, что все происходит много тысяч лет назад, если не больше. Вы сидите на возвышении. Перед вами держат мужчину, одетого в тесный черный наряд. Она напоминает вам труп, приготовленный к погребению. Ну, наверное, он. Возможно, он напоминает вам кого-то еще, но тут к вам наклоняется помощница и сбивает с мысли. Она говорит, что вам привели того, кого вы хотели видеть, что именно его подручные досаждали вашим подданным. Он себя называет Таусом из Раканона. Попробуй оправдаться, чужак. Он так улыбается, что вам становится не по себе. Таус из Раканона. Ваше превосходительство, я лишь хотел предупредить ваших подданных, что находиться в этих развалинах – преступление против богов. Вам стоит уйти отсюда, если вы не хотите навлечь на себя гнев богов. Выходит, он еще больше дурак, чем вы думали. Выходит, боги умеют терпеть. Мы живем здесь 2000 лет, а недовольство у них возникло только сейчас. Он кланяется. Для богов время течет иначе, смертным не понять. Но даже терпение богов не безгранично, тем более после этого предупреждения. Да, вы чувствуете, что ваше терпение не безгранично. Кто он такой, это чужак, чтобы выгонять ваш народ из жилища? И кто он такой, чтобы рассказывать вам, выжившим о гневе богов? Как же может гость говорить такое хозяевам? Наши предки построили здесь дома много веков назад, мы никуда не уйдем. На мгновение елейное выражение покидает его лицо, он растерянно моргает. Кажется, ваш ответ удивил его. «Ваш народ бережет свою историю», — говорит он напряженно, потом заметно сглатывает. «Но где же подобное в вашем искусстве? Где резная адра в ваших деревянных хижинах? Это все построено не у Ана, а древними из далеких земель». Вы знаете, что он дурак, но теперь подозреваете, что дурак опасный. Его слова лживы, но подобно самой вкрадчивой лжи, они содержат долю правды. Все знают, что чужаки когда-то жили среди вашего народа, как гостя, но их не видели уже 200 лет. По спине у вас бегают мурашки. Откуда он может это знать? И почему он пришел с этим к вам? Здешние фрески и предания рассказывают об этом по-разному. Откуда тебе, чужаку, знать нашу историю лучше наших предков? Он улыбается. Я видел ваши фрески, и я знаю, что тебе это знакомо. Он достает шлем с двумя выступами, похожими на рога, и прикрепленной маской. Да, он прав, вам это знакомо. Ваши стражи и служители хором вздыхают. Улыбка Тауса становится шире. Это мои предки выстроили здесь все. Теперь я пришел к тебе с предостережением. Да, это верно. Вы поворачиваетесь к страже. Взять его! На лице Тауса отражается удивление, воспоминания древней Раанга размываются, переносясь дальше. Вы снова видите Тауса, теперь он и еще несколько женщин и мужчин в балахонах, перевязанных к груди бревен и торфа. В этот раз он смотрит на вас с яростью, будто он до сих пор не верит, что это происходит. Вы собрали своих подданных и сказали, что чужаки перед ними те же самые, что пришли на остров много веков назад. Теперь ваш народ напуган и озлоблен, потому что все в Ахайке помнят историю о том, как чужаки воспользовались гостеприимством Муана. Их безнравственность была настолько глубока, что боги уничтожили великий город Укайза и многие другие. Смотрите, как я стираю с нас их грязь.
Ваши подданные ликуют. Таос кричит, пытаясь вырваться, но его слова тонут в общем шуме. Мы не должны забыть, что этот чужак-обманщик, а его спутники зараза. Сотни вахаки топают ногами и стучат древками копий. Таос корчится и гримасничает. С этого дня мы должны сохранять бдительность. Мы должны истреблять чужаков и сохранять наши земли чистыми от их зла. Племя ликует еще громче. Молодые и старые, Матару и Рапару, все сейчас едины. Таос, кажется, сдается. Он больше не борется. Ярость уходит с его лица. Хорошо, пускай он смирится со своей судьбой. Один из помощников протягивает вам факел. Бросить его в приготовленный костер. Вы бросаете факел. Пламя вспыхивает мгновенно. Огонь подбирается к чужакам. Они кричат. Все, кроме Таоса, который смотрит на вас со странной улыбкой, словно он доволен. Вы выныриваете из воспоминаний. Ужасная сцена пропадает. Что так смотришь? Хмурится Росса. Так, здесь мы уже сделали. Неподалеку отсюда мне встретился разоренный торговый корабль. Экера, чужакам не стоит подплывать к землям Вахаки. Она сжимает кулак. Мы оставляем знак дубины, как это делали всегда. В качестве предостережения, я говорю, чтобы знали. А вот, эта дубина очень похожа на старый вариант символа свинцового ключа, шепчет Алот, наклонившись к вам поближе. Но они не помнят, ее улыбка пропадает. Зачем тебе раскрашивать лицо? Вахаки показывают чужакам, что нам знакомо их лживое лицо. Она сплевывает на пол. Это лицо было хорошо знакомо моей родительнице. Она написала каждую его ненавистную черту в легендах Вахаки. Описала, точнее. Мы носим бледную гримасу своих врагов, получая от этого силу. До свидания. Так, и вот, собственно, видимо, ребята, настал момент противостояния. Давайте почитаем. Так, с Алотом мы сейчас поговорим. Очищение Кругспура. Отправиться на Кругспур. Вот. Ацурус сказал, что вахаки тоже хотели бы расправиться с работорговцами. Это племя обитает на острове под названием Орио-Каики. Вахаки тоже попросили меня избавиться от работорговцев. Ну, понятно, хорошо. Так, это первое. А вот капитан Фуранте хочет заручиться преданностью работорговцев Кругспура. Он считает, что их верность поможет и ему укрепить собственное положение. Директору Костолу осуществить свои планы. Вот, собственно, видите, сейчас, собственно, все будет, да. Так, и еще один вариант. Директор Костол подрядил капитана Фуранте, чтобы разрешить проблему, задевающую деловые интересы Костола на Кругспуре. Он предложил работу мне, посулив щедрую награду. Так, Элдис прислала мне письмо, в котором просит встретиться с ней в форте Мертвый Свет. Но давайте еще с Элдис поговорим перед тем, как на Кругспур отправиться. Так, плодотворный союз. Понятно, убьем. Так. Ну, короче, работорговцев мы точно будем уничтожать. Это как бы без вариантов. Вот, совсем без вариантов. А чё это она за нами сюда пошла? Я тут хочу полутаться. Ладно, пока она там, давайте пойдем в другую сторону. Ага, в другую сторону тут, собственно, некуда идти. Вепер-питомец. Отлично. Что ты узнал от вождя Вахаки? Ну, сейчас мы с Алотом поговорим тоже. Сейчас мы сначала поищем тут полезности всякие. Копье отличного качества, завороженный ремень Уа. На путепроходе с плюс 15 к резвости, плюс 1 выживание. Большой клык. Так, и вот еще дверка, которую с той стороны нужно открыть. Это вот таким образом мы бы сюда попали, скорее всего.
Ладно, там, по-моему, только каики плоды лежат, поэтому я особо даже не буду что-то там пытаться искать. Давайте с Бурапа поговорим. Я бы молился громче, если бы это помогало держать чужаков подальше от Корио Каики. Бурапа выпрямляется, высокомерно глядя на вас. Руасара бы не понравилось, если бы я отказал тебе в гостеприимстве. Как ты ладишь с Тангара? Да мы и не особо ладим. Он странствует за пределами островов, навлекая гнев богов, я говорю. Бурапа скрещивает руки на груди и пожимает плечами. Да поглотит Нгати того иноземного конструкта, что он притащил с собой. Чем ты занимаешься с племенем? Я присматриваю за богами, он поглаживает лоб трясущейся рукой. Племя на грани распада. Мои жертвоприношения должны умилостивить тех, кто за нами наблюдает. Безбожие привело к появлению зеленого великана. Теперь боги должны низвергнуть его, я говорю. Зоти, думаешь, Хаун начинает последнюю жатву из-за того, что смертные погрязли в безбожии? Может быть, но боги его не остановят. Задумчиво потирает подбородок. Экира, вот поэтому племя не разговаривает о воле богов с чужаками. Бурапа скрещивает руки на груди и фыркает в сторону Зоти. Эдер, а я бы сказал, что в этой стадии изрядно божественного. Зачем ваша банда отщепенцев обращается ко мне? Бурапа отступает на шаг с неудовольствием, глядя на Эдера. Интересно, то есть, если бы мы без них говорили, наверное, диалог пошел бы по-другому? Так. Планы зала, опочивальня вождя. Ну что ж, ребят, тогда мы сейчас отправляемся в форт Мертвый Свет, чтобы поговорить с Элдис. Я думаю, что она, скорее всего, нам на самом деле предложит какую-то альтернативу. Вот. Но... Кстати, вообще я понимаю, что можно было бы заманчкинить сейчас, наверное. Сначала договориться с этими работорговцами, выполнить квесты этих ребят, да. И потом... Так, нам сюда, по-моему, аж. Вот, выполнить квесты этих ребят, а потом просто их убить. Но мы же, конечно, делать так не будем, потому что мы все-таки стараемся немножко отыгрывать роль. Чем мы остановились? А, мы тут, по-моему, да, на лифт должны попасть. Так, давайте поговорим с Алотом. Кажется, ты что-то задумал. Он склоняет голову к плечу и внимательно смотрит на вас. Я прочел древние воспоминания в душе Руасары и нашел связь со свинцовым ключом. Вы рассказываете Алоту о воспоминаниях Руасары, о ее встрече с Таусом много лет назад, его предупреждении насчет руин, ее решении казнить его, и ее завете в Ахаке защищать свои земли от чужеземцев. Эдер Гланфатан сам сказал что-то подобное. Уверен, он не ожидал, что они его за это убьют. Хотел бы посмотреть на его лицо в момент казни. Получается, в Ахаке это и есть пестрые маски. 2000 лет они служат свинцовому ключу, даже не зная об этом. Алот моргает, пытаясь осмыслить свои слова. Наверное, Таус не на это рассчитывал. Хмурится и потеряет подбородок. Сейчас это просто безумие. Стиснув зубы, Зоти качает головой. Таус был еще тем манипулятором, так. Они живут в мавитанских руинах. Таус явно не рассчитывал на это. Да, не рассчитывал. Он хмурится еще сильнее. Забавная вещь, вера. Он скрещивает руки на груди, покачиваясь с носка на пятку. В Ахаке верили, что должны защищаться от мавитанцев, то есть последователей Тауса. Но со временем они стали относиться враждебно ко всем чужакам. Посмотри вокруг, наверное, на них повлиял сам остров. Возможно, без вмешательства Таоса все сложилось бы совершенно иначе. Дело не только в том, что в Ахаке не поняли послание Таоса. Оно изменило саму их суть. Он пожимает губы. И из большого и влиятельного племени они превратились в маленькое и изолированное. И ты думаешь, как наше вмешательство повлияет на них? Как же меня задолбало его нытье. Каждый день одно и то же. О, это у Алота
второй этот появился. Ты слишком хорошо меня знаешь, Элиторн. Кривая улыбка не способна скрыть грусть в его глазах. Я преследовал свинцовый ключ, пытаясь остановить их. А если я сделал только хуже? В его голосе слышна горечь. Он хватает ртом воздух, как будто сказанные слова душат его. Может, я во всем виноват? Совершил ли я ужасную ошибку, вмешавшись? За шрамами, морщинами и грузом новых знаний вы видите лицо того Алота, которого знали 5 лет назад, напуганного, одинокого и ищущего поддержки. Ты не отвечаешь за последствия своих действий. Нет, если бы ты ничего не сделал, то был бы ответственен за зло, которое свинцовый ключ продолжал бы творить. Наверное, ты прав. Эта мысль меня и пугает, и успокаивает одновременно. Возможно, наивно с моей стороны надеяться уничтожить культ с 2000-летней историей за одну недолгую жизнь. Но попробовать все равно стоит, он улыбается. Так держать. Рад, что ты решился. Так держать. Странное дело, после всего произошедшего я немного сочувствую Таусу. Я не одобряю его поступки, конечно. Он торопливо откашливается. Но я не могу представить, что он собирался уничтожить целое поколение, по крайней мере в начале своего пути. Он складывает руки и сжимает губы, пытаясь сформулировать мысль. Когда он начинает говорить снова, то говорит медленно, будто подбирая каждое слово. Я хотел сказать, что он был уверен, что все делает правильно, даже в самом конце. Возможно. В любом случае хорошо, что я иду вперед. Удобно оставлять решение кому-то другому, бездумно следовать за лидером. Он наклоняет голову в вашу сторону. Я вот только думаю, что за решение предстоит тебе принять, когда мы наконец найдем Иотаса. Я верю, что его действиям есть какое-то объяснение. Тогда в тебе больше веры, чем во мне. В любом случае, спасибо, Алиторн. У меня гора с плеч свалилась. Ну и славно. Так, и мы, получается, выполнили это задание. Пестрые маски. Вот оно. Так, хорошо. Правда, я, честно говоря, уже забыл, кто такой свинцовый ключ. Так. Так, Никитака, Саюка. Крукспур. Орио Каики. Крукспур. А где Форд Мертвый Свет? Форд Мертвый Свет. Вот сюда нам надо проплыть. Ну, значит, вниз получается. Хорошо. Ну, ладненько, поплыли потихонечку. Кстати, капитан Скрокспура. Что-то мне подсказывает еще, ребят, что они начнут на нас очень нападать. Так, давайте сейчас будем не исследовать, сейчас будем делать задание. Даже ускориться немножко.
кто-то стучится в вашу каюту. На палубу дует удивительно холодный ветер, не стихая в течение многих часов. Старый Энгрим робко стучится в вашу дверь, входит, и вы видите, что лицо его бледное и покрыто капельками пота. Прошу прощения, капитан, но Ондора наслала на нас дурной ветер. Мы слишком долго плаваем, не делая подношений. Она обязательно накажет нас, если мы не отдадим ей ее долю. Не пожалеем времени и провести с командой ритуал, чтобы заручиться поддержкой Ондора. Ну, мы это уже делали. Мутная лагуна. Порт Мертвый Свет. Давайте сохранимся. Так, и нам, по-моему, нужно... зайти во двор. Старпом Мабори. Ну что, готов встретиться с Элдис? Она давно тебя ждет. Веди. Сюда, капитан. Для меня проводить дорогого гостя только в радость. Да-да, именно. Так, ну что ж. Как странно. Куда-то пропал бочонок с моим любимым румом. Чем могу порадовать, красавчик? О чем ты хотела поговорить? Есть у меня одна проблема, хранитель. И мне кажется, что ты как раз тот, кто мог бы ее разрешить. У нас с Форанте немало поводов для разногласий, и, пожалуй, один из главных – будущее принципе. Мы, молодежь, правил не любим, но одно у нас все-таки есть. Жизнь создана для свободы. Мы можем красть, можем убивать, но если ты поклялся нам верности, то становишься своим, частью нашей семьи. Если бы я открыто выступила против Форанте, он созвал бы совет капитанов и сделал бы все, чтобы меня повесили. Но ты-то ни перед кем не отчитываешься. То есть, если ты вдруг захочешь, скажем, освободить рабов на Крукспуре, Форанте не сможет ничего поделать. Никто не заслуживает того, чтобы быть рабом. Это ясно? Я хочу, чтобы ты отправился на Крукспур и встретился с одной из моих помощниц. Она прячется там, среди этих змей, и немало знает о работорговцах. Как мне найти на Крукспуре твою пособницу? Она сама тебя найдет, красавчик. Ты узнаешь ее по ужасному шраму. Хорошо, я отправляюсь. Что ты можешь рассказать о работорговцах? Я знаю, что по эту сторону моря они базируются на Крукспуре. Знаю, что их мало, зато они абсолютно безжалостны. И что у них уже были неприятности из-за перевозки рабов между островами. Я отправлюсь на Крукспур. Найди меня, когда освободишь рабов. Я достойно тебя отблагодарю. Она склоняет голову. Значит, Форанте. Есть что-то для меня, милашка? Она с интересом наклоняется вперед, недобро усмехаясь. Форанте попросил меня обыскать Никитаку, собрав информацию про плавучего высельника. Никитака? Но почему там, милашка? Элдис скрещивает руки на груди. Ну, тогда продолжай. Думаю, ты знаешь, как у нас говорят. Нужно отделиться. Таков закон берега. Когда Люсию Риван убил жрец Берас, она стала стражем смерти. Это объясняет, как она стала капитаном нежити. А еще я понимаю, что раз она страж смерти, то чего-то яростно желает. Чего-то такого, что за что с ней можно торговаться.
Эта деталь сильно мне поможет. Мне всегда было интересно копаться в хитросплетениях истории. Это как разбираться в зашифрованной карте сокровищ. Только чтобы добраться до сундука с золотом, нужно раскрыть тайны прошлого. Дай мне время, и я найду способ разобраться с Люсией. Тогда мы станем на шаг ближе к тому, чтобы завладеть плавучим висельником. Капитан передает вам увесистый мешочек с монетами и подает знак матросу принести ей карты. Видно, что ей не терпится начать охоту. Выходит, что плавучим висельником командует паладин Даркотс или Сириван. Плавучий висельник — это то, что осталось от фон Ферруса? Любопытно, весьма любопытно. До меня такие слухи доходили. Плавучий висельник ходит под флагом с горящим дворцом. Это флаг из Старой Валии. Алдис уже погрузила в собственные мысли и потому отстраненно кивает, вам передавая монеты. Интерес Фуранты к работорговле Крокспура включает и валианскую торговую компанию. Надо же, как интересно. Что же, в этом есть логика, она сощуривает глаза. Для такого капитана, как Фуранте, помогать работорговцам — это слишком мелко. Сил уходит уйма, а выгода смешная. Если у тебя есть улики и свидетельства его делишек, храни их. Возможно, однажды они сослужат нам хорошую службу. Ох, какие пикантные подробности мне достались от тебя. Теперь я как акула, почуявшая кровь. С довольным выражением лица она бросает вам кошель. Ну, все вроде бы. Расскажи мне о молодых капитанах Принщипе. За нами будущее, мы никуда не исчезнем. Мы пираты, красавчик. Это море принадлежит нам, и оно тоже любит нас, уж как умеет. Фуранты все страдают по родине, которой никогда, между прочим, и не видел. Но что старая Валия значит для меня и моих ребят? Мы не валианцы и никогда ими не станем. Впрочем, валианцев мы к себе принимаем с радостью. Понятно. Я тебе верю, по тебе сразу видно, что соображаешь. Так. Это даже хорошо, то есть, смотрите, мы таким образом какого-то, видимо, хорошего пирата, вот этого Элдис, поставим во главе, да? Мы сейчас разберемся с Крокспуром, вот, и она как раз за то, чтобы освободить рабов, соответственно, это, скорее всего, означает уничтожить работорговцев. Вот. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. Посмотрим. Ну, сейчас мы будем отправляться на Крокспур. Кстати, можем отдохнуть. Это ж, по-моему, таверна. Или нет? Нет, это не таверна, это просто внутренний двор. Точнее, двор. Не знаю, внутренний он или внешний. Какой тогда это двор, если мы сейчас выходим во внутренний. Такс. Давайте почитаем. Задание это... Вот, кстати... Интересно, а где тогда? В общем, у нас тут несколько, видите, вот гадкий груз еще называется задание. Ладно. Так, Крокспур. Крокспур это у нас... Я находил его.
это, судя по всему, он. Нет, нет. Нужно понять, с какой стороны стать на круг спор. Неужели отсюда? То есть нужно через святилище пройти, что ли? А нет, вот, с круг спор можно прямо зайти. Так. Справиться с лидером работорговцев. Разобраться с работорговцами. Круг спора. Найти и убить мастера Куа на круг споре. Сеафоль. Эй, эй, красавчик, глянь-ка сюда. Вам машет обеими руками торговка с красным от солнца лицом и соломенными волосами, неаккуратно уложенными в некое подобие вороньего гнезда. Смотрите, у нее шрам есть. Бросьте на нее короткий взгляд. Она бросает вам понимающую, многозначительную улыбку и раскачивается на каблуках, выдерживая небольшую паузу. Она так близко, что вы видите покрывающие ее нос и щеки россыпь веснушек. Она поворачивает голову, давая вам рассмотреть грубый шрам, протянувшийся от правого виска к уголку губ. Так и знала, что мимо не пройдешь. Так вот, зови меня Сеафоль. Приятно познакомиться, господин. Она протягивает для рукопожатия мозолистую ладонь. Осматривайся. На Коркспуре расположен крупнейший рынок профессиональных товаров по твоей части. Ну, а я продаю все для ловкачей, притом наивысшего качества. Это ты местная связная? Есть такое, она почувствует неровный шрам. За время работы здесь я насмотрелась на разную нелегальщину. Что за нелегальщина? Рабы, которые стали рабами не по закону. Брать в рабство жителей архипелага запрещено. Здесь можно только продавать рабов из других стран. Если бы мы сумели освободить захваченных в рабство местных обитателей, пока их не увезли за пределы архипелага, о нелегальных операциях узнало бы много народу, и это подорвало бы всю работорговлю. А еще мы бы поставили подножку самому Фуранту. Кто знает, что он там придумал с работорговцами? Она коварно улыбается, морща щеку, пересеченную шрамом. Я сделал все, что смогу. Местных, тех, у кого забрали в рабство незаконно, держат подальше от чужих глаз, в самой глубине крепости. Внутри есть несколько ходов, но почти все надежно охраняются. Думаю, тебе лучше осмотреть гроты на побережье. Один из них ведет прямо в крепость. У меня уже наготове небольшой ялик. Заберу всех, кого ты выведешь, и поплывем в мертвый свет. Она подмигивает, явно увлеченной идеей. Ну а потом, это уж спрашивай у Ондры. Может, еще встретимся где-нибудь до Неджа. Так, она говорит про некие гроты. Вот это, наверное, есть грот. Пещера Коркспура. Ладно, давайте пока походим тут, посмотрим, что тут есть интересного. Кстати, она, по-моему, что-то продавала. Сжав губы в тонкую линию, Сеафоль задумчиво почувствует свой шрам в том месте, где он касается губ. Что еще за товары для ловкачей? Отмычки, шумелки, стамески, ломики, карты, компасы, галеты, подзорные трубы, зелья невидимости. Она загибает пальцы. В общем, все самое необходимое для того, кто твердо намерен выжить в любой ситуации. Она мило улыбается, моргая большими невинными глазами. Что же до самых бесстрашных путешественников? Как я понимаю, Элдис послала тебя за припасами как раз для таких смельчаков, верно? Торговка придвигается поближе, оглядывается по сторонам и понижает голос. За время работы здесь... понятно. Дай мне взглянуть на твои товары. Да пожалуйста, только не шуми. Кремень и труд. Острый кусок кремня, по которому нужно бить сталью, небольшое количество трута, все, что нужно для розжига огня в большинстве случаев. На Алиэкспрессе такие наборы продаются.
Испепелитель. Простое устройство, наполненное липкой горючей смесью. Если метнуть его, то после удара содержимое почти сразу же воспламеняется, заливая область поражения. Короче, понятно. Перчатки снарядов. Дает сковывающие стрелы минолеты. 10 зарядов. Ну, такое. Едкая бомба. Давайте купим ее все, что есть. Не знаю зачем, но скорее всего она нам пригодится на каком-то этапе. Правда, я не туда это купил. Ладно. Так. Такс. Есть такое дело. Еще один торговец. Давайте с ним поговорим. Покажи, что ты продаешь. Так, шлем сокола. 15 обреченных попаданий противника становятся легкими от оружия дальний бой. Захват хищника. Минус 10 скорости восстановления с двуручным оружием для ближнего боя. Мне нравится этот шлем, и он подойдет Эдру. Так, кремень и труд, веревка с крюком, молоток из убила. Черненый пластинчатый доспех. Качество. Легендарный предмет. Плюс 4 класс защиты. Ладно, сейчас сначала это заберем. Теперь посмотрим у Эдера. У него, по-моему, шлема. У него типа шляпа вместо шлема. Поэтому мы сейчас дадим ему шлем. Где он тут? Мы только что купили. А, мы ему купили сразу. Так, вот это другое дело. Так, а теперь посмотрим, что у нас тут. 30 тысяч он стоит. У него на один выше класс защиты против ближнего боя. Шанс оглушить атакующего на 2 секунды при попадании оружием ближнего боя. Слушайте, это вообще отличная штука. На самом деле. Я забираю. Вот так. И даже сразу надену ее. Можно еще зачаровать. Мощный рикошет. Шанс оглушить атакующего на 3 секунды при попадании оружием ближнего боя 20. Постоянный рикошет. Так, подождите, в чем? А, типа. Что-то я не понимаю, в чем разница. Ну, то есть здесь 30%, ну понятно, что 30% же лучше. Это здесь зачеркнуто. Здесь на 3... А, здесь на 3 секунды, а здесь на 2 секунды, но с 30% вероятностью. Вот, мне кажется, что это лучше. Так, а здесь крепкая бронза. Плюс 2, класс защиты. Смазанные шарниры. Минус 15 время восстановления. Так. И плюс 15 время восстановления. Вот так. Все. Теперь у нас эта кольчуга очень-очень-очень хорошая. По крайней мере, на данном моменте. На данном этапе. Так.
Дерево балок все еще пахнет смолой. Здесь никого не было. Опа. О, гарканонир. Эй, ты! Стражник неприятно щерится, кривя толстые губы и демонстрируя желтые зубы. Крякнув, он наклоняется, чтобы получше вас рассмотреть. Мышцы его короткой шеи заметно напрягаются. Ты опоздал. Торги почти закончились. Так, шевелись, пропусти меня поскорее. Это лучше ты шевелись. Я устаю постоянно открывать и закрывать ворота. Тяжело дыша, он берется за тяжелый ворот. Так что смотри, уроню еще прямо тебе на шею. Ну ладно. Ой, блин, а что это мы сюда пошли? Аукционистка Марса. Фенома, наконец-то, последний лот, кульминация сегодняшнего дня. Женщина с негнущейся спиной широко разводит руками, приглашая зрителей придвинуться поближе. По толпе пробегает возбужденный шепоток и тихий шум ручных вееров. В воздухе висит предвкушение. Аукционистка торопит последнего раба строгим взмахом руки. Он выходит, и с каждым его шагом раздается звяканье цепей и скрип пола. Это урод с кривой, словно помятой головой и пугающим лицом. Прошу, редчайший образец. Аукционистка жестоко улыбается. Велико. Начальная ставка 800 пайров. 800 пайров. 800 пайров и 850. Кто даст 850? 875. Ставка 875. Ни на секунду не прерывая речитатива, она быстро указывает на желающих поучаствовать гостей. Наемник, что за мерзкое отродье? Несмотря на суровое осуждение, покупатель с энтузиазмом поднимает веер. 875 и 900. Кто даст 900? Аукционистка поднимает руку, готовая принять новую ставку. Серафим низко протяжно ворчит, и его рассеченная губа приподнимается, обнажая кривые зубы. Он сжимает голову в плечи и топорщит синюю шерсть. Одно его ухо опущено вниз, второе подергивается. Вы только посмотрите на этих беззубых выродков. Торгуются за живую плоть. Надеюсь, мы отправим их души твоей бледной богине. Говорят, на Крокспуре не гнушаются нарушать закон. Откуда нам знать, что этот несчастный не из архипелага? Предложить 2000 МП. Капитан, у тебя что, червяки все мозги выжрали? Серафим буравит вас своими зелеными глазами. Толпа одобрительно переговаривается, приветствуя резкое повышение ставки. Акционистка делает несколько глубоких вдохов и возвращается к торгам. Проклятие, я пас. Покупательница с возвращением бросает веер на пол. 2000. Цена 2000 блестящих паров. Кто-нибудь поставит 2,5? 1, 2, 3 продано. Продано нашему загадочному гостю с толстым кошельком. Ее губы изгибаются в алчной усмешке. Желардо, надеюсь, деньги у вас и правда есть, ради вашего же блага, и моего, впрочем, тоже. Сюда, пожалуйста, осталось подписать бумаги. Белфетто, осталось закончить с документами. Вообще не знаю, я не очень хочу, честно говоря. Да, я не очень хочу сейчас торговаться здесь. Давайте перезагрузимся. Мы просто сначала в пещеры пойдем. Я не думал, что сразу начнется вот это вот все. Кстати, могильный золото, смотрите. Это что-то новое. Сабля, легендарный предмет, морозное лезвие, плюс 2 к урозным замораживанием на 60 секунд при попадании. Суммируется 10 раз. Точность. 15 против целей носителей. Давайте заберем его. Не знаю зачем. Просто у нас дофига... А, ну, кстати, у нас денег тоже не так-то уже дофига, ребята. Надо поосторожнее с покупками. Кстати, на саблю мы все-таки посмотрим.
она лучше, чем то, что у нас. Ну, потестим ее. И можно ее зачаровать. При убийстве носителя появляется могильный бес, либо же при убийстве носителя накладывается заклинание холодный туман. Так, здесь 15 раз суммируется. Когда эффект морозного лезвия суммируется 10 раз, при критическом попадании на цель накладывается паралич на 3 секунды. 10 раз это 10 раз ударить. В принципе, для боссов может подойдет. Ну ладно, с этим будем разбираться потом. Хорошо. Я думаю, что тогда мы сейчас, ребят, на этом с вами остановимся. Вот, сейчас только мы дойдем до пещер сразу. Правда, скорее всего, кто-то возле пещер стоит. Да, я бы стоял, по крайней мере. Ну, пока нет никого. Хорошо. Вот, мы здесь с вами сохранимся, и на этом, пожалуй, мы с вами прервемся сегодня. Вот мы сегодня очень неплохо. Так, что-то я не то сделал. Да. Теперь все в порядке. В принципе, мы сегодня с вами очень неплохо потрудились. Вот. Посмотрим, что принесет нам Крокспур. Вообще здесь нужно быть очень осторожным, чтобы чего-то лишнего не нажать. Вот я не очень люблю, когда диалоги недостаточно понятно объясняют ситуацию. Но увидим в следующей серии. На сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, ребят. Делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. До следующей встречи.